Как избавиться от жалости к партнеру раз и навсегда? Поговорим про это в этом видео. Что такое жалость? Жалость – это такое слово, от которого немножко неприятно становится. Правда, когда мы говорим, сразу представляется, что кого-то жалкого мы жалеем, и мы как бы с позиции сверху вниз, как на маленького, как на никчемного, как на того, который что-то не может, мы ему даем руку помощи. Это неравная позиция. Жалеть людей нужно и можно, но не жить в партнере с жалостью. Если вы постоянно находитесь вот в этой жалости с партнером, жалости к нему, вы возвышаетесь, он унижается. Если вы с партнером не будете практически всегда на равных, у вас не будет здоровых отношений. Когда вы жалеете партнера, вы не даете ему возможность вырасти, улучшиться, стать сильнее. Это как с ребенком. Если вы все время мама, к ребенку относитесь как к маленькому никчемному, который не может сам ничего, он не научится никогда. Так, в принципе, и формируются дети, которые не могут сами поесть, в школу уже пошел, а еще не может какие-то базовые вещи за собой сделать. Почему не дали возможности? Все время питали вот это, что ты маленький, маленький, я тебе помогу, мне тебя жалко. В отношениях примерно то же самое. Так получается иногда, что говорят, что мужчина разленился, перестал зарабатывать деньги, перестал ухаживать, перестал цветы дарить. Поймите, тот, кого жалеют, цветы не дарит. Цветы дарят равному. Ребенок не идет в магазин, не покупает маме цветы, обычно не дарит. Да, бывает, что если ребенку, там, не знаю, 16 лет, у него есть карманные деньги, он может это сделать, но представим малыша 4-летнего, у которого еще нету денег, который картинки может рисовать. А цветы маме он не будет дарить, он еще не как взрослый, он не самостоятельный. Поэтому если мы постоянно жалеем мужчину, мы делаем его ребенком своим, и он нам цветы не дарит. Дети не ходят, деньги не зарабатывают, мужчина перестает зарабатывать деньги. Поэтому, чтобы получать от мужчины мужскую, вот эту мужественную силу, нужно быть с ним на равных. А иногда, наоборот, даже так вот чуть-чуть где-то, чтобы он вас пожалел, помог, но все-таки с позиции равного. Не жалеем. Я надеюсь, что просто понимание вот этого неравноправия, что вы сами возвышаетесь над ним и так его подтапливаете, не даете ему возможности почву вырасти, нет благородной среды для того, чтобы он окреп и взял наконец на себя мужскую роль сильного такого самца. Я надеюсь, что вот это понимание вам поможет посмотреть на вашу ситуацию несколько иначе. И любите, цените себя. Чтобы любить, ценить себя, нужно не брать на себя трудности других людей чаще, чем это необходимо. Если у вас есть ребенок, да, вы берете на себя его трудности, пока вы его нянчите, пока ему, там, не знаю, нет условно 18-20 лет или как вам угодно, где у вас в голове вот эта планка, когда его пора выкинуть из гнезда. Но не делайте себе детей еще на стороне. Если вы не рожали этого человека, он не ваш ребенок, значит, вам не нужно как мама к нему относиться. Мамы жалеют. Не делайте себе детей, не берите себе мам ваших в дети. Помните, что вы дети, вы маленькая, она большая, даже если она старенькая. То есть помогать как-то финансово там, да, нужно, но эмоционально брать на себя, становиться мамой своей мамы не нужно. Также и с мужем, с партнером. Не делайте из него вашего ребенка. Помогать где-то нужно, например, там, какие-то банальные вещи. Дорогая, я не успеваю сделать какой-то отчет, а ты в этом супер соображаешь, вот, пожалуйста, выручи меня, помоги. Помогать где-то можно, но делать это из позиции равных, а не из жалости. Давать деньги мужчине, не знаю, в моей картинке мира женщина не должна давать деньги мужчине. Ну, я не представляю, что должно произойти в этом мире, чтобы я дала мужчине деньги. Были, конечно, моменты, когда я что-то там куда-то переводила, потому что он куда-то не мог, но он мне их тут же возвращал. Но в долг дать до момента, пока он заработает, не знаю, это все очень индивидуально, конечно, но не нянчитесь с ними, как с маленькими. Пожалуйста, с собой нянчитесь. Вспомните, что у вас внутри есть внутренний ребенок. В психологии есть такое понятие внутренний ребенок. Это та наша часть, которая осталась из детства где-то в нашей психике, такой образ, который всем полезно долюбливать. Единиц долюбили в детстве, поэтому нам, взрослым, придется себя долюбливать самих. Вот чем жалеть его и нянчиться с ним,
Себя лучше пожалейте и долюбите себя. Себе давайте деньги, себе варите супервкусные ужины, себя лечите, хольте, лелейте, себя питайте в первую очередь, взращивайте себя, делайте себя сильнее. И тогда вас сильную будут любить сильные мужчины. Те мужчины, которые не ищут женщину, которая будет их жалеть. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайк. Я должна об этом знать, что оно вам понравилось. Если есть вопросы, пишите ниже в комментариях. Я читаю всегда ваши комментарии и отвечаю на вопросы, чтобы быть с вами на связи. До встречи в следующих видео. Пока!